Всем привет из Вьетнама! Сегодня у нас обзор самого необычного и неоднозначного фрукта. Растет он в тропических широтах и очень популярен в странах Юго-Восточной Азии. Но мнение о нем настолько противоположное, что я даже не знаю, рекомендовать его или нет. И, кстати, смотрите это видео до конца, так вы увидите и узнаете еще кое-что об этом фрукте, о чем мало кто знает. Дуриан! Вот так выглядит этот фрукт. Представляет он из себя вот такой большой плод. Они бывают разных размеров, бывают в раза в 2 меньше, а бывает до 8 килограмм вырастает примерно. Вот этот плод, конкретно вот этот дуриан, весом он 2 килограмма 200 грамм. У него очень плотная кожа. Тут действительно такие по краям с внешней стороны очень крупные и плотные шипы. Они очень опасные, на них реально можно повредиться и пораниться. Сегодня мы его попробуем на вкус, посмотрим, как он выглядит. Очень много людей его не любят, а некоторые прям очень сильно обожают его и прям вообще фанатеют. Мнения настолько сильно разнятся, что это действительно очень необычный и загадочный фрукт. Изначально и я тоже не любил его. Когда я впервые его попробовал, мне показалось, что я его вообще не буду никогда есть, как и многие люди. Меньше людей тех, кто сразу же начинает его любить. В Азии он считается вообще королем фруктов, и в Таиланде даже говорят, что это ад снаружи и рай внутри. Настолько он вкусный и очень ценный. Само название дуриан пришло из Малайзии. Дури на малазийском языке означает шип. Его даже трудно очень вот так вот взять полноценно голыми руками. В общем, такой фрукт, который голыми руками не возьмешь. Сейчас попробуем открыть. Сам я ни разу не открывал. Попросим местную тропическую женщину, которая нам это дело откроет. И мы сможем посмотреть, что внутри, как он выглядит, и попробовать на вкус. Сейчас возьмем перчаточки. Так, вот такие перчаточки, чтобы не пораниться. Да, в перчатках гораздо лучше. Цветут дурианы ночью, и опыляются они тоже в ночное время летучими мышами, которые питаются нектаром дуриана и пыльцой. В чем самая главная опасность? Дуриан может вообще убить человека. If you go to the jungle and at night, durian will be well done and drop at night times and can kill you. Когда они спелые, они падают с деревьев сами. Ну и сами можете представить, как такая штука, полностью с шипами, острая, весит несколько килограмм. Если упадет кому-то на голову, то 100% убьет человека. I want to tell you, this I ordered online, so I couldn't choose by myself. If you want to choose a good one, you should choose the bigger durian, and also these parts should be big. So it may have 1, 2, 3, 4 pieces of durian. Да, он разделен на дольки. Дело в том, что мякоть внутри именно такими, как дольками, распределена. И вот сверху мы можем видеть. Вот одна долька здесь, вот здесь долька такая выпирает. Вот еще здесь дольки такие. Вот в эти выпуклые части, это и есть секции внутри. Look, this part is not good. It would be very small piece of durian, but I don't order online, that's why I couldn't choose. If you choose, you don't choose like this. Of course, I would not. I would take the whole thing look like this, big. Okay, and if you want to open it, don't ever try to do this or do that or this. Yeah, the secret. Здесь есть точка, которую нужно проткнуть. Yeah, you should attack, yeah, and then it will be easier for you to open. Чем спелее дуриан, тем у него образуется, раскрывается он сам, то есть можно его руками даже открыть. You cut sections. Yeah. Снаружи он пахнет, ну такой, не знаю, немножко даже как хвойный запах. Ну вот если его не раскрывать, вот эта скорлупа. Тропический такой запах, именно как будто как лесом пахнет или джунглями, чем-то таким. Пока ничего такого противного здесь я не чувствую. Собственно, специфический запах как раз появляется, когда он цветет внутри, становится более спелым и начинает ферментироваться внутри уже. Тогда появляется такой специфический запах у него. Difficult, because maybe not well done. Well done. Не так-то его просто открыть.
В чем вся штука? Тут нужно открыть правильно, по долькам распределить. Саму мякоть внутри не проткнуть, чтобы аккуратненько его достать на дольки вот на эти. Что внутри из себя представляет дуриан под вот этой вот кожурой плотной? Там внутри семена плотные, коричневые, которые покрыты как раз вот этой мякотью, которая съедобная и обладает специфическим вкусом. Вообще дуриан богат витаминами, питательными микроэлементами, даже является афродизиаком. А еще пишут, что от него можно сильно потолстеть, если каждый день есть. И с дурианом нельзя употреблять алкоголь и газировку. Желательно вообще не пить алкоголь несколько дней до употребления дуриана. О, пошло. На самом деле она много раз уже открывала сама, но именно сейчас вот нам привезли немножко не такой, какой она бы выбрала, если бы она выбирала. И тут открыть труднее. Надо правильно еще разрезать. Try. Так, вот следующая долька. Вот как было порезано. Вот как раз эта мякоть. Вот такая долька, и в ней внутри мякоть. Мякоть на косточке. И вот еще одну дольку мы сейчас откроем. О, ну практически мы его весь открыли уже. Так, вот здесь вот еще одно. Вот так оно выглядит полностью, когда не затронутое семя непонятной формы выглядит как мозги. Вот такая штука. Это оболочка косточки. Сейчас давайте попробуем. Чем же он все-таки пахнет? Чем более спелые, тем более ярко выраженный такой запах и более такой неприятный, отталкивающий. Этот дуриан вот конкретно все-таки немножко еще не доспел, как я чувствую. Ну вот только-только дошел, дозрел. Такого, что он уже начинает переспевать и выделять свой неприятный запах, такого нету. Ну по мне пахнет чем-то таким похожим на дыню, может быть ананас с дыней. Люди вообще говорят, что пахнет испортившейся дыней, арбузом, орехами, тухлыми яйцами, даже вонючими носками и скипидаром. Говорят, что пахнет. В России, конечно, по цене они очень дорогие, в районе $100 за какой-то небольшой дуриан, может быть примерно как этот. Они растут, кстати, прямо здесь вот, недалеко от Ничанга. Здесь цена тоже такая, даже для местных, не дешевый фрукт. Ну, наверное, потому что он сразу несколько килограмм здесь берется один, он много весит, поэтому еще и дороже выходит. Ну вот этот дуриан нам обошелся 60 тысяч донгов за 1 килограмм. Здесь 2 килограмма 200 грамм, ну получается в районе 130 тысяч донгов за вот такой полностью весь дуриан на обзор. Давайте сейчас попробуем. Никакого неприятного запаха я не чувствую. Как же он на вкус? Вот конкретно этот дуриан. I said that not well done. Well done. Well done, you think? Totally? Yeah, totally. Да. Он сладенький. Мне даже напоминает, не знаю, даже какой-то похож на жвачку по вкусу. Консистенция у него такая мягкая, как кусочек теста получается. Ну, здесь такая, как небольшая оболочка у него, кожица. Внутри вот такая мягкая, как тесто. Сравнивают еще на ощупь, как улитка. Ну, такая, как соус, как кашица такая. You playing slime? Как слайм, да. Когда впервые я его попробовал, я его тоже не влюбил сразу же. Мне очень напомнило по вкусу лук, чеснок одновременно и что-то сладкое, сладкий лук, чеснок, какой-то микс вкусов, неприятно. Сейчас я больше такого не чувствую. Я очень люблю и сладости с дурианом, его широко используют в кондитерском производстве. Пекут пиццу даже. А еще во Вьетнаме есть такое блюдо, я недавно узнал. Готовят специально слипшийся рис и кладут вот кусочек дуриана на него, на этот рис. Когда ешь, перемешиваешь дуриан с этим рисом, и получается как такой соус. То есть дуриан выступает в качестве соуса к рису. Ну такое блюдо. And you know the cover of durian, you can cook and drink this water, and you will not Dirty be, nose. and not be cough. You don't cough?
And this you can boil and eat too. See? Eatable? Yeah. Do you wanna try? Yeah. Okay. Leave it here. I boil. Из-за своего очень такого яркого запаха его запрещено вносить в общественные места. Практически на всех отелях клеятся таблички, запрещающие проносить дуриан. В некоторых странах даже вообще могут оштрафовать за появление с дурианом в общественном месте. You try to do like. Вот конкретно этот дуриан не пахнет сильно. По вкусу мне напоминает garlic and onion together. И я вообще возненавидел этот вкус впервые, когда попробовал. Это как с оливками, так же как, может быть, авокадо. Когда пробуешь первый раз, тебе не нравится, а потом привыкаешь и начинаешь уже есть на постоянной основе. Вот так же и с дурианом. Впервые, практически никому не понравится. Let me tell something. If you boil this and eat, you can fart a lot. It's like you eat red bean. You want to boil? Yeah. Not that bad. С чем только люди уж не сравнивают вкус дуриана. Вот я даже специально выписал по вкусу, как они сравнивают люди, ну разные люди вообще, какие отзывы я нашел по вкусу. Крем-брюле, жареный лук, вареный лук, ананас, сера, масло, авокадо, орехи, сероводород, кокос, манго, морковь, йогурт, попкорн, курица, чеснок, сыр, грейпфрут в майонезе, лак для ногтей. Кстати, по поводу лака для ногтей, да, что-то такое есть, немножко как будто как клей, вкус такой клея слегка. Как-то, не знаю, может быть, как-то такой химический, что ли. Вот я сейчас тоже почувствовал, кстати. Мясо, яйца, заварной крем, протухший огурец. И даже женщина после 40. Не знаю уж, кто ел женщин после 40, но вот кому-то напомнила. И также помимо всего, то есть сочетания всего этого могут быть. Но вот говорю, мне изначально напомнило очень лук, такой сладкий лук с чесноком. Тут я еще думаю, что зависит от степени спелости дуриана, потому что чем он спелее, как я уже сказал, тем у него более ярко выражен запах и вкус. То есть люди на разных стадиях могут разное почувствовать. Лично мне он сейчас очень нравится. Я согласен, что дуриан это король фруктов, но главное еще помнить, что с приемом алкоголя дуриан сочетать нельзя, поэтому несколько дней надо желательно не пить, конечно. Вот такой очень необычный фрукт. Я даже считаю, что это самый необычный фрукт из всех, которые есть тропических. Лично я советую всем попробовать, не упускать такую возможность, кто будет в тропиках, в Индонезии, Малайзии и, конечно же, во Вьетнаме. Здесь это можно все попробовать вообще за копейки. Я не советую покупать их в России, потому что, во-первых, это будет очень сложно в транспортировке, и за счет этого будет цена очень высокая, большая. Если где-то сможете найти, то реально за большие деньги. Вот такая штука нам обошлась примерно 600 рублей. В России, наверное, $100 будет такой дуриан стоить. При этом он еще будет, скорее всего, переспелый какой-нибудь, и действительно будет на вкус не такой приятный и фруктовый, как вот здесь, в том месте, где он растет. Здесь я люблю очень есть еще пирожные с дурианом. Вот эти пирожные вполне можно отправить даже в Россию. Да, что-то такое есть, вот такой привкус лака для ногтей немножко. Но я не знаю, вот я поел несколько раз, привык к нему и реально рекомендую. Я рекомендую даже не то, что один раз попробовать, а именно несколько раз поесть, но по чуть-чуть. Но у этого фрукта могут появиться сразу фанаты после первого потребления. А кто-то скажет, на один раз больше не куплю, больше не попробую. You think this can eat? I watch on internet. They say that you can. So you never try? You just watch on internet? Yeah, of course. Now I try with you. It's like potato. This is like boiled peanut. Yeah, good. Это как нут или арахис вареный, или картофель. Сейчас мы еще и узнали, что можно отварить вот эти семена, которые обычно выбрасываются. Подписывайтесь на канал обязательно и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Даже можете отписаться и подписаться заново, чтобы точно все сработало, потому что иногда алгоритмы начинают глючить на YouTube.
и не показывают, не присылают уведомления, чтобы все четче работало. Можете отписаться и подписаться опять и нажать снова колокольчик на все уведомления. Тогда вы увидите еще обзоры на разные блюда, еду, фрукты, морепродукты, разные места и локации. Не останавливаемся, продолжаем. Поехали!